Tube 150 мотор. Всем привет, вы на канале Польза.ком, и сегодня, как всегда, кратко, быстро и емко расскажу вам о китайской реплике яблочного MacBook Xiaomi Mi Air на 13 дюймов версии 2018 года. Ну а для начала спойлер, он совсем не идеален, но я ни секунды не жалею, что я его купил. Понеслась. Плюсы этого ноутбука. Первое, это скорость загрузки винды просто феерична. Практически в чистом виде для загрузки необходимо всего 7 секунд. Это правда без использования сканера отпечатка пальцев, но все же, и это довольно все просто объяснить. SSD-диск, 8 гектар оперативы, видяха на 2 гигабайта MX 150, помимо интегрированной интеловской. Что еще нужно для скорого старта? Второе, цена. Даже не стану говорить, кто идет первым по ближайшей цене по этим характеристикам. У меня создается впечатление, что Xiaomi просто воруют железо и потом продают с ними ноутбуки. Не может это все дело быть выгодно. Хотя все настроено на то, чтобы вы потом покупали коврики по $20 и клавы по 200. Кто знает, на яблоко тоже не сразу все сели. Третий плюс. Быстродействие. Сотни обзоров. Тысячи мнений. Но ноутбук тянет игры, в которых он должен гореть. И рендеринг со скоростью, которая достаточно для видосов без эффектов. Не буду сравнивать. Играть во все можно без лагов. Пусть и не с топовыми настройками и не с космическим FPS. Но в 30-ке работает все. Накопитель у него стоит просто огонь. Samsung плохого не сделает. Скорость SSD Samsung PM961 на секундочку. 3 гигабайта на чтение в секунду и 1 гигабайт в секунду на запись. А ваш компьютер так может? Четвертый плюс — качество сборки. Нет, там не так все подогнано, как в Маке, но это не обзор сравнения. Для некоторых тачпад не особо хорошо закреплен. Для других тест на скручивание он проходит не так великолепно, как хочется. По мне, все просто отлично. В категории до $1000 у ультрабуков, которым он является, качество сборки лучше точно не найти, даже если накинете еще $500. Пятое – это стиль. Кто еще не станет на крышке оставлять лейбл? Кто не станет красить USB 3.0 в синий цвет для того, чтобы комп выглядел стильно? Два варианта расцветки, и плавно переходим к шестому пункту. Шестой плюс – это аксессуары. Мало того, что дешево, что мышка в цвет стоит всего 1200 рублей, а это $16-17. Коврика из металла за 1000 рублей, 12-13. Оригинальный чехол для переноски 1200 рублей, $15-17. Не говоря уже о проводниках и кабелях питания и остальных плюшках. Плавно переходим к седьмому плюсу. Седьмой плюс – это зарядка. Мало того, что во второй версии этого ноутбука, а в 2018 году вышла именно вторая версия Xiaomi Mi Book Air, зарядка просто микроскопического размера. Состоит она из двух частей. Одна – это универсальная зарядка, а вторая – это кабель Type-C. Так вот, ноутбук обладает еще и функцией быстрого заряда. За полчаса он заряжается на 50%, за час на 100%. Восьмой плюс — звук. Я готов, несмотря на то, что на моем канале нет мата и в жизни я говорю на нем только на работе, сказать трехэтажным все, что думаю о матерых индивидах Рунета. Когда они говорят, что колонки АКГ в нем, по их мнению, полный хлам, они лгут. Просто Xiaomi вообще никому не платит. Вот и врут. Колонки орут так, что вы подумаете, что купили портативный JBL. Громко, внятно, басы в наличии, ничего не обрезано. Кратко, фильмы смотреть на них просто удовольствие. Девятый плюс – это экран. Он просто фантасмагоричен. Чтобы вы немного поняли, насколько он эпичен, разрешение на 13 дюймах HD, и пусть те, кому нужно 2К или 4К, идут лесом. Для вас продаются графические станции от сотки, мониторы по 30. Для бюджетного по цене, но в то же время премиум по качеству ноутбука, плотность пикселей в 166 ppi, разрешение 1920 на 1080 точек на дюйм и меняющаяся яркость от 336 кандел до 373 кандел в зависимости от места на экране, это просто нереально круто. Можно свободно работать с фотографией и не бояться, что монитор что-то неудачно отображает. И пусть экран глянцевый, но вы ведь понимаете, что эта плата загорела Glass 3, его крайне сложно поцарапать. Десятый плюс — это количество портов, которыми он оснащен. Да, один из двух выходов Type-C не обладает функцией заряда. Порты, может быть, слегка недостаточно
утопленный, это немного бесит. Но я ведь сейчас вам говорил о плюсах. Добавим ко всему оперативку, пусть одноканальную, но DDR4, самсунговский SSD, как я уже говорил, сканер отпечатков пальцев и тачпад лучший среди тачпадов, не принадлежащих яблочникам. Сверху подсветка клавиатуры, возможность заряжать ноутбук пусть и не от всех пауэрбэнков, но от пауэрбэнков Xiaomi ноутбук заряжаться может. Конечно же, он проходит тест яблока на открытие крышки одной рукой. Корпус у него почти не царапается. Великолепное управление жестами с тачпада. Короткоходная и очень удобная клавиатура, которая при этом еще и не прогибается. Но если вы не начнете на нее давить локтем, конечно. Да в нем даже мини-джек есть, и это нереально круто. А еще напоминаю, что видяха в нем дискретная. Кто не понимает, это значит внешняя, а не как у большинства ноутбуков внутренняя. Ну и интегрированная, то есть внутренняя. Интеловская 620 видяха тоже в наличии. А еще 4-ядерный процессор на борту. i5 или i7 это вам решать. Все зависит от комплектации. И теперь мы пришли к самому главному. Вы ведь помните, что я рассказываю о вещах, которые я покупаю себе сам. Этот ноут я, кстати, купил в России. Где купить на Али в описании я оставлю. Но это вам как ориентир по цене. Я, как всегда, ничего и никому не утверждаю. Кто не подписан, подписывайтесь. Здесь только быстрые, краткие и емкие обзоры. Да, и среди подписчиков каждые 2 недели разыгрывается фитнес-браслет Mi Band 3 и Honor Band 4 Run Edition. Достаточно подписаться, обязательно открыть подписку, поставить лайк, колокольчик и любой коммент к любому из видео. Идем дальше. Минусы. Первый минус — бликующий экран. Да, это плата за прочность. Gorilla Glass вам в помощь. Но факт остается фактом. На улице с ним работать будет просто мукой. Второй минус — при серьезных нагрузках шумит просто очень сильно. Примерно как мой игровой Asus. Эх, это теплоотведение. Третье — довольно похабная подсветка. Уверен, что если нет русской гравировки, то это незаметно, но так как она у меня появилась, вы понимаете, о чем я говорю, когда вы это увидите. Я пытаюсь это снять, надеюсь, это заметно. Подсвечивает просто только часть русской буквы, и это довольно убого выглядит. Четвертое — температура при нагрузках. И я не занимаюсь плагиатом. Я засек, за какое время ноутбук может поджарить яйцо. Ждал час, ждал 2. Даже намека на варку, поджарку его не было. Уверен, конечно, что это возможно, так же, как поджарить яйцо на батарее за часов 7. Но фактически это будет сваренное яйцо, а не жареное. Температура процессора выше 75 градусов при постоянной прокрутке теста Furmark не поднималась. Отсюда, как вы понимаете, 175 градусов, как на сковородке, вам не придумать. Это уже не жарко, а варка. Играть на этой клавиатуре, конечно, без внешней можно, но температуру после 20 минут игры вы в прямом смысле будете терпеть. Пятое, можете отключить подсветку. Но каждый раз после перезагрузки она у вас будет включаться заново. Вот такая вот печаль. И я пока не знаю, как это победить. Можете написать мне в комментах, если вы все-таки додумались. Шестое, если вы купите ноутбук в Китае, то у вас будет китайская версия винды только с одним языком. Китайским. И не верьте обзорам, нет там мультиязыка. И либо вы купите расширение, либо вам придется ее переустанавливать. Как и наносить на клавиатуру гравировку. Седьмое — это то, как ноутбук быстро заряжается, как я говорил, за полчаса на 50%. Так он быстро и разряжается. Никаких заявленных 9 часов никак у вас не получится. Только 5. Вот такая вот печаль. С автономностью, я считаю, беда полная. Хорошо, что может работать от пауэрбанка, как я уже говорил. Восьмой минус. И за это ноут я тихо ненавижу. Впаянная оперативка. И это просто нереальная печаль, потому что об этом нигде не написано. Только если перед вами разобрали его и рассказали, что вы не сможете поменять оперативу, вы об этом узнаете. Купите ноутбук на 4 гигабайта оперативы, больше вы сами не вставите. Расширение возможно только жесткого диска, то есть вы второй SSD можете вставить, там есть свободный слот mSATA, в него можете вставить либо память, либо засунуть 4G модем, но не оперативу, как вы прекрасно понимаете. Девятый минус: работать в After Effects при работе с клавиатурой вы не сможете, серьезные графические задачи ему не по плечу. Нет, он у вас отработает как болид Формула-1, 30 минут просто, а потом начнется тротлинг. Вот такая вот печаль. Десятый минус, наверное, то, что это реплика MacBook, очень качественная, но реплика. Мне, конечно, импонирует, что он выглядит похоже именно на MacBook, а не на тот же Asus. Да и учитывая, что это уже вторая попытка Xiaomi скопировать хорошее у яблока, перенести это на винду и убрать из него плохое, например, отсутствие в нем портов USB у MacBook, сделать даже больше, по моему мнению, увенчалось все-таки успехом. Аналогичная машина у яблочных обойдется
обойдется вам минимум на 200% дороже, а лучше будет только на процентов 20. Притом можно еще поспорить про функциональность. Добавляем ко всему ультра тонкие грани у Xiaomi, вес на 60 грамм меньше, чем у MacBook, толщину меньше 1,5 см и акустическую систему AKG из Австрии, которая работает просто великолепно, как я уже говорил. И вдумайтесь, сколько в нем портов. Один USB Type-C версии 3.1, два USB Type-C-A версии 3.1 и 3.0, два USB Type-A версии 3.1 и 3.0, HDMI версии 1.4 полноразмерный и 3,5 мм ауксовский аудиоразъем. Для своих денег ноутбук просто топовый, и он точно на голову выше конкурентов в категории до $1500 США. Но, возможно, Lenovo Yoga еще ничего, но опять же она все равно дороже, притом намного. Не стал перегружать обзор фактами, кому что интересно, пишем, спрашиваем. Следующий обзор на Xiaomi AirPods Pro, они у меня уже на руках. Какие есть по ним вопросы, пишите в комментах, отражу это в видео. Также пишите, на что мне сделать обзоры. В описании к видео условия конкурса и все мои контакты. Буду рад вам и в моей группе в ВК, и в Фейсбуке. Кстати, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, чтобы не пропускать мои ролики. А они выходят, как вы знаете, довольно часто, иногда даже чаще, чем 3 раза в неделю. Спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья!